Добренькое утро. Я почти не спал. Чуть-чуть угол не подходит. Сюда. Надо одевать шлем. О, какая лопата, этот покрупнее. В прошлом видео я говорил о том, что так случайно как бы заснял видео, которое не планировал в принципе, но чего-то заснял. Так называемое пьяное видео. Отдыхали мы с приятелями, и как-то я перебрал немного. Были там какие-то смешные моменты, в общем-то. И поинтересовался, стоит ли выложить, кому-то интересно будет или нет. И мнения настолько распределились, буквально 50 на 50. Многие пишут, выкладывай, конечно, интересно посмотреть. А некоторые говорят, не надо выкладывать. Позорище, как же ж так, нажрался. Вот, в таком плане. Типа не порти себе мнение. А зачем нужно такое мнение, как бы это скрытое зачем-то, что люди могут только думать, пусть думают реально то, что есть на самом деле. Бывает и такое. В общем, я вот что решил. Собственно, тоже посоветовали в комментариях. Я выставлю этот видосик в плейлист для спонсоров. Кто захочет, тот может посмотреть. Там подписка копеечная, стоит $1 или около того. В общем, попробую встать на воде. Там, скорее всего, есть ветерочек хоть небольшой, что вижу волны. Как раз прикормлю и спрячусь от этих кровопийцев. Ух ты, блин, чуть не упал. Да, спустились они сверху со своей берлоги. Здесь тоже достают. Пойду я, пожалуй, кофту одену. Все, отчаливаем. У нас тут как этот замок Дракулы, кровопийцев. Карлос на хозяйстве. Ты что, вплавь пойдешь? Я скоро вернусь, не переживай. Блин. Что-то нет здесь никакого ветра. И все еще хуже. Намного хуже, чем в хижине. Кошмар какой-то. Я такого никогда в жизни не было. Бред какой-то. И вот это вот сейчас какая-то ерунда на воде. Ладно, начнем с другой стороны. Ветер у нас сегодня непривычный. Не оттуда дует. Угу. Кто-то тут уже лазил, стянули мне, блин, эти якоря. Так, ну все, заякорился. Блин, и кофту неохота одевать, жарко ж так. Так. Прикормить. Скорее бы солнышко выходило. Начну с перловочки. Это самая лучшая насадка в этом месте. На горох тоже, конечно, клюет, но реже. Зато, конечно, на горох рыба явно крупнее. Если плотва, так батон такой. Ну, лещ, конечно, всякий может взять, но как-то у них так принято, что перловку именно крупный лещ есть. Насадка сразу лещевая. 3 штучки, весь крючок закрыт.
Прикушу тоже. Вот и солнышко показалось. Буду ловить с этой стороны. Может, так комары меньше будут приставать. Немного поглубже, но вроде бы достает до дна. Точно как про Дракул, про вампиров, что солнце поднимается, и они все прячутся. Ух ты, рыба с этой стороны плескаться начал. Солнышко уже высоко, а клевать пока не хочет. Наверное, высыплю сейчас всю прикормку. Хорошенечко здесь по всем сторонам раскидаю. И пойду на берег, чем-нибудь займусь. В общем-то, это обычное дело, что если место какое-то время, ну, давно уже не кормленное, давно уже не кормленное, 2 недели, то вот так вот прямо сходу клевать не будет. Чего ты ругаешься? Покинули тебя, да? На часик где-то. Он тут и выл, и скулил. Так, как бы так завязать, чтобы больше не падать-то. Так, попробую сложить вдвое. Продеть сюда в петельку. На этот раз навязал прямо кучу узелков, чтобы точно не развязалось. Правда, потом наверняка не смогу развязать, они затянутся. Ну, а здесь вот так на двойной веревочке, думаю, я так тянул, вообще даже близко не собирается распускаться. Не знаю, как называется этот узел. Я его сам только что придумал. В общем, и привязал намного пониже. Ну и по совету зрителей практически полностью натянутый. Не знаю, если еще более как струну натягивать. Давайте еще подтяну. Подтянул еще немного. Почти горизонтально он расположен. Ну что. Ой, еще одного падения я не выдержу. Так, нормально вроде. Но я еще ниже сделал, наученный горьким опытом. Подстилать ничего не буду. Так, желуди. Ой, пробую. Опа. Ну да, так действительно удобней. И ложится хорошо. Тут чуть-чуть буквально не высоко падать. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Я вот это лежал ночью, от комаров отмахивался и размышлял. Размышлял по поводу, что произошло, когда я шел сюда по воде на лодке, когда сломался мотор. Я вспомнил одну интересную деталь и понял, очередной раз убедился, что все в жизни не просто так. Вот своего рода вот этот эффект бабочки, когда из-за какого-то небольшого события может поменяться не только у тебя кардинально там судьба, жизнь, но и вообще глобально мировая, может быть, структура, все пойти иначе из-за одного небольшого события, связанного именно с тобой. И вот что было. Я шел на моторе, не на самой высокой скорости, специально, чтобы его там особо не перегревать, потому что на улице жарко было, да и встречного ветра не было, поэтому можно было экономить энергию и идти не на самой высокой скорости. Я заметил пчелу на воде. Она вот только недавно упала, живая пчела, но не может никак взлететь. Ну и я остановился, думаю, полезное насекомое, нужно помочь.
остановился и назад задний ход включаю на моторчике. Иду задним ходом к пчеле и наблюдаю, что, ну, так может показалось, то ли дымок начался, что ли. Ну все, я выключил, достал пчелу, посадил на борт лодки, она быстренько обсохла и полетела. А мотор все больше начал дымиться вот в этой вот ручке, в румпеле. Просто смотрю, такой дым уже валит. Я быстренько достал отвертку, отсоединил питание от аккумулятора. Вроде бы ничего не загорелось, но это было вот-вот на грани. Если бы я не обратил внимания на эту пчелу и не решил ее вытянуть из воды, я бы не мог не заметить, что так я смотрю вперед и как бы на румпель не обращаю внимания. Тем более, что как бы, ну, воздух будет, понимаете, уносить назад. Можно не услышать запаха гари. И вот к чему я веду. Я уже говорил, что мог мотор, да, расплавиться, сам пластик загореться, капнуть на лодку, все, лодка пробита. Что я с больной спиной с трудом бы мог не доплыть, короче говоря, до берега. Что Карлос тоже, он небольшой пловец. То есть могло закончиться не очень хорошо. Вот это как одно развитие событий, да. Блин, вчера столько много интересных, сейчас уже все повылетало за голову. Ну вот второе, например, что я пошел на веслах и так ровненько садишься, и когда гребешь на лодке, хочешь не хочешь, включаются мышцы спины. А мне это необходимо. То есть какие-то осевые нагрузки на позвоночник крайне не рекомендовано мне делать, нагружать так. А вот в таком положении немножечко я прокачал эти мышцы, и сегодня встал довольно неплохо. То есть намного легче. Вот. Даже еще сегодня я не пил эти таблеточки. Вот. Но тьфу-тьфу-тьфу, спина намного лучше. Возможно, вот это вот стечение событий привело там, ну, хотя бы к пониманию, что вот необходимо закачать вот такие группы мышц. Я пытался, конечно же, разными упражнениями спину закачивать. В какой-то степени помогает, но нужно понимать правильно. И вот гребля на веслах, это вот, по-моему, одно из них. Мне еще предстоит обратный путь. Это я хоть полпути, на полпути у меня поломался моторчик. А обратно придется идти всю дорогу. То есть это как бы спина вылечится полностью, в общем. Да, еще есть-то шанс, что я разберу моторчик. Я взял с собой шуруповерт, там много насадок. Если подойдут, удастся его разобрать. Я посмотрю, может там от перегрева где-то что-то закоротило и удастся как-то его восстановить. Но это чуть позже. Ну а сейчас дреману, пока комарики не достают. Так, я тут не сильно высоко. Узлы надежные. Спокойного утра. Выключаюсь. Вот это хорошо, я дреманул. Не знаю, сколько времени. Но, судя по солнцу, прилично, пару часов точно. И что удивительно, ни разу не захотелось перевернуться. Когда я сплю в постели, на кровати, там, ну, буквально там каждые полчаса, а то и раньше, а то и 15 минут переворачиваюсь с боку на бок. Ну, вот, не знаю, такое непреодолимое желание. А это вызывает сильную боль в спине. Поэтому сон такой прерывистый. А здесь просто отлично дреманул.
Конечно, мухи и всякая ерунда все равно мешает. Ну да ладно. Надо вставать, что это делать, потому что и кушать надо, и пилюльки принять после еды. А кушать надо стол сначала сделать. Нашел бревнышко для ножек. Подтяну прямо к месту, где будет стоять стол, чтобы потом его далеко не тягать. Ну и сейчас вытащу столешницу. Если честно, я уже запутался. Неохота что-то куда-то тягать. Эта столешница побольше будет уличной. Вскрыть маслом ее всегда в любой момент можно, ну и обработать также рубанком. Так что буду делать вот эту вот Юрину столешницу. Ну и в любом случае ее нужно было делать, а та уже с ногами. Думаю, вот такой высоты будет достаточно для стола. Если сидеть на лавке. Еще плюс столешница даже высоковато. Шину в этот раз поставил маленькую. Той много уже нарезал. Цепь подсела. А напильник заточной я где-то посеял. А станочка заточного нету. В общем, взял, это была еще нормально острая цепь. Я уже, в принципе, пробовал так резать. Сейчас немного цепь подтяну. Вот такой коротышкой вполне прилично резала. Кажется, перетянул. Так, цепь-то острая, но она как становится, как заклинивает. Подходит. Свяжется по периметру, я думаю, вот на такой высоте полочку сделать и в самом низу еще одну. Дважды так свяжется, будет все четко. Лучше, конечно, сверлышком сверлить. Иногда саморезы не выдерживают, ломаются. Дело в том, что когда сверлишь сверлом деталь, которую крепишь ко второй, ее нужно просверлить так, чтобы саморез полностью проходил легко. А уже в ту деталь, в которую заходит саморез, ну там, если это дуб или твердые другие породы, можно просверлить, но, понятно, таким, чтобы меньше, чем резьба, накатка на саморезе была. Вот. Ну или вообще там можно не сверлить, в зависимости от породы. Вот. А когда не сверлишь ни то, ни другое, хуже притягивается. Вот когда, ну короче, я думаю, кто это пробовал, понимает. А кто не пробовал, так когда-нибудь сделает, тоже удивится, насколько лучший результат получается. Так, ну процесс идет, скоро будет на чем есть. Но нужно же и подготовить, чтобы было что есть. Разведу огонек для прикормки и для завтрака. Поздний завтрак, конечно, у меня сегодня будет. Поспал я в гамаке. Часов до 10 я спал. Я думаю, костерок разгорится. Он, в принципе, может и в общем комаров погонять даже на улице. Если постоянно вот так будет дымок идти,
они могут отойти в стороны и ко мне больше не приходить. Но я на всякий случай вот взял разных трутовиков, разных пород. Вот и такие, всякие. Сейчас, может быть, их немного просушу там на решетке, на огне. И устрою в этой, в хижине профилактику. Хорошенечко там протоплю этими. Они, ну, если кто не знает, они дым пускают. Такие вот, как есть такие спиральки от комаров. Говорят, что не хуже работает. В общем, попробую. Вынесу все вещи, чтобы они в себя запах не впитали. Ну, так ничего страшного. Ну, стены будут немножечко копченые. А так с матраса, там одеяло, все повытягиваю, одежду. Последняя ножка. Чуть-чуть угол не подходит. А теперь пойду искать жерди, которые закреплю по периметру ножек. Так. Мерной палочкой отмечу, на какой высоте будут жерди. И сделаю небольшие такие полукруглые пазы, чтобы круглая жердь хорошенечко ложилась на ножку. Так, хоть бы не насквозь. Речки я сделал одинаковые. И, соответственно, подтянул, чтобы ножки были все на одинаковом расстоянии. Так. Еще вот так забьется, прикрутятся дощечки. Типа вагонки какие-то. Там валяются, там, где была землянка. Там, где был склад. Вот. Надо там когда-нибудь порядок таки навести. Вот. Ну, собственно, что. Переворачиваю. И можно уже пользоваться. Дощечки подрежу после завтрака. О! Да, дубовый столик нелегкий. Берег неровный. Я хотел подложить, чтобы не шатался, но лучше все-таки подкопать. Правда, подкопать придется 3 ножки, а подкладывать только одну. Но почему такой высокий? Потому что кровать там высокая. Я измерял, что его как бы, чтобы он остался в домике. И там бы с кровати было как раз вполне удобно. Я под это рассчитывал. Ну, а там посмотрим. Подпилить ножки никогда недолго и не сложно. Так, костерок уже прогорел. Ох,
Такой сочный лучок, прямо течет из него сок. Жалко на сковородку. Салатный такой белый лучок. Другого нет просто. Есть томатная паста. Опять, если не использую, наверняка пролежит там неизвестно сколько времени. А так в яичницу добавлю. Будет яичница с помидорами. Карлос, ты отказываешься доедать? Ладно, я добавлю тебе тушенки, но последний раз. Если выберешь только тушенку, это последняя твоя еда. Так вкуснее, да? Карлос ест рыбы. Тоже скоро будет есть. И я буду есть. Ну что, приятного аппетита. Не буду чавкать в микрофон. Увидимся после завтрака. Как вы меня нашли? Откуда вы знали, где я буду после завтрака? Пока перловка доварится, я поваляюсь. Пилюльки принял, меня разморило. Может и дреману чуть-чуть. Белки сегодня издевались над Карлосом. Так их как-то... Они сейчас стали совсем не шумные. Раньше не боялись, их постоянно видно было. Бегали по земле. А сейчас такие только по деревьям. Я смотрю, их много. Я думал, они просто куда-то ушли подальше от шумного места. А нет, они все здесь. Правда, такие молоденькие, мелкие были. Дразнят, спускаются специально по дереву, чтобы Карлос увидел. И вокруг так бегают, потом хоп, наверх. Потом перепрыгивает, на другом дереве спускается. А он бегает туда-сюда, носится, гавкает. Не дает спать мне. В общем-то, неплохой таки гамак. Я его просто неправильно ставил. Для человека чуть меньшей комплекции будет замечательно. Перловочка приготовилась. Я немного насыпал, чтобы быстрее остыла. Пойду все-таки проверю, что там с рыбой. Все, с утра выцепал полный казанок. И гороха, и перловки должен подойти туда лещик уже. Снял движок, чтобы не мешался, а заодно, может, вечерком его разберу. Вдруг удастся починить здесь по-местному. Ой. Карлос, пойдешь? Или опять выть будешь тут? Водички. Пойдем купнемся. О, кстати, я прежде чем идти туда на солнце, на жару, наверное, я сначала искупнусь. Давай, пойдем, Карлсончик. Поплаваем чуть-чуть. Я знаю, ты любишь поплавать. Но мыться ж надо иногда. Надо. Давай, включай уже свой буль-буль-буль-буль-буль. Давай, плыви. Хвостом греби. Так, главное опять с микрофоном не занырнуть. Вода теплая. Не сильно освежающая. Еще будешь купаться? Ты в лодку залез. Воды сюда только нанес сколько. Карлос. Пошли на выход. Все, спать пошел. Все, давай на охране. Бля, засранец воды мне сколько сюда нанес.
такой маленький, такой мокрый. Вчера, как только сюда подходил, какая зеленая вода была. Цвела очень сильно. А сейчас так более-менее почти чистая. Так, запарковался на резиночках, чтобы не телепало. Жменьку небольшую прикармливаю. И начинаю бомбасить лещей. Если сразу лещи пойдут, нужно будет крючок покрупнее поставить, потому что у меня такой там на плотву. Я взял с собой сумочку, если что, перевяжу прямо здесь. Минут 40, наверное, просидел, ни одной поклевочки. И вот первая поклевка, похоже, плотвичка. Хотя, может, и не плотвичка. О, подлещик таки. Лещик, как и обещал. Вот он, видать. Сейчас беру, садок освобожу. Берем такого парня. Такой вот стандартный размерчик. Теперь у меня есть садок. Опа. И рыбку я могу сохранить. Хотя клевал как плотва. Повел. Если честно, я не обратил внимания. Может, сначала и была выкладка, просто я уже тут дремал немного. Ну что, тогда посижу еще. Я уже думал перемещаться к камышу, может, какого-то карася поискать возле камыша. Ну или на крайняк красноперки наловить. О, воды задолбали уже, десятка два их прибил. И эти, и комары наглые, средь бела дня, обед. Они это летают, кусаются. Вот долго ждать не пришлось, еще одна поклевочка. Вот что значит вовремя решил остаться, короче говоря. Хорош. Тут еще чуть-чуть и уже б собрался, смотал удочку и пошел бы на берег. Ну или пробовать там что-то, карася искать. Коль уж я с садком, могу штучек несколько поймать, чтобы потом не отвлекаться. Менял глубину. И он клюнул на этом моменте. Я даже не заметил поклевки. Смотрю, думал, наверное, я передал с глубиной, что поплавок лежит. Поднимаю, а там он уже висит. Вот он еще один. Я подобрал ключик, в общем-то. Течение сегодня обратное, очень сильное и обратное в другую сторону. А вообще течение реки в ту сторону. А сейчас обратка. Вот. И обычно я всегда лечь подходил, потому что ну, течение было туда, прикормка под лодкой, да, и запах идет весь туда. А сейчас наоборот, весь запах туда, то есть рыба подходит оттуда, и поклевки все происходят с той стороны. И поэтому не очень удобно поклевку заснять, потому что ну, как бы так видно, а туда не видно. В общем, такие нюансы, но теперь понял, как и где он клюет. О, давай. Оба! Есть. Странная, конечно, поклевка такая была, дерганая. Самый маленький попался. Ладно, маленький, иди подрастай. Все, хорош на сегодня. Рыбки хватит. Высыпаю остальную прикормку. У меня-то там еще много на берегу. Вечером еще, наверное, выйду. Так.
Это, конечно, не как там ассорти прикормка или как там ее солянка, бомж прикормка. В общем, нету здесь ни специй, ничего, просто перловка и все. В принципе, тоже ловит. Но долго я ждал, пока подойдет рыбка. Почему-то. Намного дольше, чем со специями. Так что специи рекомендую добавлять. Пробуйте. Причем вот я добавлял приправу к рыбе. Хотя потом добавлял все что угодно. И капучино там было, и чили какая-то. И... ну вы видели. Кто не видел, смотрите в предыдущих видео. Там как его рецепт очень уловистой прикормки. Садок занесу поглубже. Здесь вода прогревается на мелководье. Может погибнуть рыба. Ух ты! Да, глубоко сейчас. Такой уровень воды даже весной не всегда. Верша моя куда-то пропала. Была здесь на берегу. Неужели унесло куда-то? Ближе к осени вода упадет, может найду. Сейчас разведу огонь и попытаюсь разжечь вот эти грибы, трутовики. Потихонечку начал выносить вещи из домика. Вот. И буду выгонять комаров, потому что вторую ночь я так спать не собираюсь. Я не знаю, может быть, они не все выделяют какие-то вещества от комаров. Поэтому вот возьму от 3 разных. По кусочку, чтобы там пожар не устроить. Посмотрю, насколько будут они дымить сильно. Прямо на печку положу их. Там, думаю, ничего не загорится. На лопате отнесу. Сейчас вот разжечь их нужно. Вот так. Вот так. И вот так. Так, надеюсь, им достаточно разгореться. Ну да, уже есть эти угольки. Сейчас выложу на печку и пусть чадит там. О, нормально дымит. Так, вот, положил. Вроде как дымит. Ай, еще кусочек упал. Ух ты. Комарики уже зажужжали. Учуяли, наверное, неладное. Так, что еще забрать отсюда? Не знаю. Сумочку. Ага. Мне нужно еще воду забрать. Взял несколько пакетиков чаечка. Я хотя чай редко очень пью. Так, в основном просто воду. Но у меня с водой оказия получилась. Мне казалось, что я вроде как оставлял баклажку, 5 воды. И еще с собой привез. А как оказалось, нет той баклажки почему-то. Что-то я не пойму. Забыл, короче говоря. То ли не оставлял, то ли куда-то она делась, не могу найти. Короче, нашел старую баклажку. Это Юра еще давно привозил. Не знаю, насколько она нормально сохранилась. Но думаю, на всякий случай лучше я ее перекипячу. Брошу туда для вкуса 3 пакетика чая в чайник прямо зеленого. И буду попивать чаечек. Чайник заодно помою.
Глина попала, когда кладку делали. С реки, когда кипятишь воду, и осадка никакого нет. Ну, на запах нормально. На полчайника 3 пакетика. Такой будет слабенький чаек. Так, чайничек быстро закипел. Завариваю чаек и делаю полочку. Как раз для кухонной утвари. А тут копчение идет полным ходом. Дымок выходит. Здесь еще не закончена стена. Но они, в принципе, там и жили. Ну, короче говоря, это не то, что там они залетают сквозь щели. Хотя, кто его знает, может и залетают, да, надо, конечно, заделать. Ну, сами видите, уровень воды какой. До глины сложно добраться. И уж тем более до этой ракушки колотой. Поэтому пока так. Хотя, собственно, да, можно же резать будет эти пятаки, будут опилки. Ну, а за глиной можно и по воде сходить. Только что зажал нос, заходил вовнутрь. Надо было кое-что взять. И хоть топор вешай, такой туман, дым. А они там жужжат. Возбужденные, но жужжат там, гудят. Я бы уже через 3 минуты там не жужжал бы. Так, вот такие вот дощечки есть, вагонки. Сейчас пойду туда, где была землянка. Насобираю примерно похожего размера. Здесь поторцую, закреплю, и будет первая полочка. Там еще много, можно еще одну полочку делать. Поехали. Сейчас протру снизу. Грязные на земле были дощечки. И можно уже складывать туда чайничек, сковородку, специи, всякое разное. Рыбка плавает прямо под ногами. Можно ловить из берега сейчас. Тут практически не заросшие до камыша. Мелочевочку можно и сюда раскормить и ловить на поплавочек. Ты где лазил? Что, получается и так, и без тушенки можно. Ну что, красота получилась, по-моему. Так, как тут себя комарики чувствуют? Уже не активно дымит. И уже не
они активно жужжат. Но муха, вижу, еще бегает. Нужно раскочегарить. Сейчас еще угольков костра туда подкину. Будет активнее. Но уже основной гул пропал. Опа. Карлос, не надо тебе сюда идти. А то ты зажужжишь. Давай, 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 потом. Рано еще спать. Чайник. Сюда. Сковородку. Не поставлю, тут ее будешь облизывать там. Хотя она чистая. Ну так по привычке. Дай нос вытру. Соль. Специи. Карлос, тут ничего тебе вкусного нет. Сейчас я тебе насыплю. Хочешь из баночки такую, не сухую. Посмотри, ночь, какая красота. Купаться хочешь? Пойдешь купаться? Начинается желудепад. Надо одевать шлем. Что-то подозрительно как-то. Садок, что ли, поднялся вверх. Как так может быть? Что-то там случилось. Пойду я, наверное, на вечерний клев. Проверю, как там рыбка на месте. Прикормлю еще немного. Рыбу брать не буду, буквально там одного-двух поймаю. Буду понимать, что вечером тоже клюет. Сейчас уже часов 6 вечера, наверное. Что еще? А потом, наверное, разберу мотор, посмотрю, что там с ним. Так, а что ж там с садком случилось-то? Как так они посплывали, лящи. Вот идем прямо на него. Вот как так посплывали, я ничего не понял. Ну, давайте вниз. О, вроде погрузился. Они хитрые, хотели повыпрыгивать. Пошли в самый верх. Но я ж горловину завязал. Ну, у меня такое не проходит. Запарковался. Сейчас попробую забросить без прикормки. Чтобы понимать, стоит он уже на точке и ждет еду. Или же нужно все-таки еще пылящую прикормку, чтобы там, ну, со специями, со всякой ерундой добавлять, чтобы он приходил издалека. Или он уже запомнил место и тут ожидает, что ему насыпят перловочки. Сейчас я тебя убью, скотина. Тварь. Ненавижу, когда укусил и улетел, а. Течение уже прекратилось практически. Если в течение 5 минут не клюет, то я подбрасываю перловочки. Значит, что он, ну, как бы не под лодкой не стоит. Ну или в любом случае небольшая жменька может его аппетит возбудить, и он начнет шевелиться. Даже если он под лодкой стоит, сейчас не хочет есть. Нет, все-таки нажму я, наверное, на... А нет, вот поклевка. Давай, 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 давай. Оба, есть. Тяжелый вроде как. Я уже хотел сказать, что хочу еще половить, должна ж клюнуть. И вот она клюнула. О, какая лопата. Этот покрупнее. Чух, и пободрее. Красавчик. Красавчик. Говорят, что ты без подсака ловишь? Ну зачем подсак нужен? Чтобы оно там все путалось. Крючок, грузик в подсаке. Да и вообще, вот какие проблемы. Все, взял, положил в садочек или отпустил дальше подрастать. Давай, давай. Сопели. Попер. Я доволен. Рыбку больше мучить не буду. Выбрасываю еще прикормочки. Пусть
подходят еще покрупнее, самые осторожные. А мне надо идти ужин готовить. Ты идешь встречать, Карлос? Похоже, что до печки эти трутовики, не знаю, может это не те, которые необходимо, но мухи точно летают. Хотя с таким дымом, даже любым дымом, наверное, бы должны были все крякнуть. Бабочки тоже, вот эти вот ночные бабочки маленькие. Да и комары ну их, они куда-то, видимо, попрятались в свои там щели в норы. Ну так, пару штук на потолке сидело, живые. Короче, опять сегодня веселая ночка будет. Надо будет в следующий раз обязательно взять какие-то спецсредства от комаров. Так, иди отсюда, давай. Шершни еще мне тут не хватало. Сковородку на огонь. Рыбку сейчас посолю, поперчу. Муку я не брал. Надо будет в следующий раз взять. Ну, в принципе, если хорошенько разогретая сковородка, то рыба и не прилипает. А мы ее разогреем хорошенько. Специи сделаю все для рыбы, а один кусочек попробую для мяса. Посмотрим, насколько будет отличаться по вкусу. Это масло совсем впиталось, маловато было, немного подрумянилось, скажем так, не пригорело, но ничего не прилипло. Все, теперь ужинаю за дубовым столом, вот с таким видом. Лещик жареный, огурчики надо доесть, а то скиснут уже. О, хлебушек. Что-то еще у меня там осталось из припасов. Каши какие-то. Ну, тушенка еще есть. Так что еще пока держусь. Да и рыбы хватает. Ловится хорошо. Что-то я вот простоволосился немного с цветом. Рыбка такая получилась. Жаль, немного не хватает одеяльца. А то можно было бы ночевать, от комаров спрятаться. Хотя, наверное, с этим покрывалом было бы жарко. Ну, в такие вот теплые ночи. Я слышал, может даже где-то попадалось, видел гамаки с москитной сеткой. Так, не совсем понимаю, как оно крепится все. Оно, скорее всего, сверху также еще одна веревочка крепит москитку. И как-то здесь, наверное, пристегивается. Или на змеечке. Интересная штука. Ни разу я не ночевал в гамаке. Ну вот, в принципе, поспал пару часов, так подремал. Пару часов вполне себе. Вообще без проблем выдержал. Ой. Оп. Оп. Все, влез. Пока там в хижине проветривается, ну как проветривается, оно все уже прогорело. И дым потихонечку через щели там или куда-то выходит. Я двери не открываю, чтобы не налетело. Ну, если будет сильный запах, тогда открою двери, проветрю.
мотором сегодня не занялся. Уже темнеет потихонечку. Завтра надо разобрать, потому что нужно понимание. Если его нельзя восстановить, то нужно будет ловить попутное течение. Вот сегодня было противоположное. Было бы тяжело идти. А когда ветер в ту сторону, намного проще будет на веслах идти. Много, в принципе, вещей, аккумуляторов. И большой аккумулятор, и от электроинструмента. Плюс сам электромотор. Ну и все остальное. Ну да ладно. На этом буду прощаться. Увидимся в следующем видео. Всем мира, добра и здоровья. Пока-пока. До утра. До следующего утра.